Легенда гласит, если вы солжете и вложите руку сюда, уста немедленно ее откусят. Грегори Пек. Впервые Грегори Пек пошел под венец за 2 года до того, как дебютировал в кино. В 1942 году он женился на финке Грете Куканет. Спустя 2 года родился первенец супругов. К сожалению, он покончил с собой. В 1946 году появился на свет Стивен, а еще через 3 года Кэрри Пол. Поначалу в семье все было замечательно, но уже в начале 1950-х отношения в семье Грегори стали более прохладными. Он и его жена начали отдаляться друг от друга. А потом в его жизни появилась Вероника Пассани, французская журналистка, с которой он познакомился на одной из своих пресс-конференций. Встретившись, они не расставались до самой смерти актера, прожив вместе 48 лет. Вероника родила мужу 2 детей – сына Энтони и дочь Сесилию. В конце жизни Грегори Пек страдал от сердечной недостаточности. Весной 2003 года у артиста началась пневмония, которая стала причиной остановки сердца, повлекшей за собой смерть 12 июня 2003 года. Похороны состоялись в Лос-Анджелесе, где жил Грегори Пек. Могила актера находится в мавзолее католического собора Пресвятой Девы Марии, Царицы Ангелов. Актеру было 87 лет. Жан Габен. Актер был трижды женат, имел 4 детей. Великий актер умер 15 ноября 1976 года. Причина смерти – сердечный приступ. Ему было 72 года. Тело Габена было кремировано, а прах развеян над морем. Жерар Филипп был женат на известной журналистке Николь Фуркат. У пары родилось 2 детей. В 37 лет умер от рака печени. Его похоронили в собственном имении одетым, как и герой Пьера Корнеля Родриго, плащ, котелок, сапоги и фрак. Со временем могила артиста стала местом паломничества его поклонников. Омар Шериф. Любовь молодой египтянин встретил на съемках дебютной картины «Небо ада». Чтобы жениться на актрисе Фатен Хамаме, актер сменил веру, перейдя из католичества в ислам. Изменилось и имя Мишеля Дмитрий Шальхуба. Он стал Омаром Шарифом. Он разрывался между любовью к жене и кинематографом. Победило искусство. Омара Шарифа засыпали предложениями голливудские режиссеры. Жена отказалась покидать страну, а муж мечтал о новых ролях в Голливуде, пропадая на съемках в Америке по полгода. Актер отпустил супругу, позволив ей найти счастье с другим мужчиной. В США актер забрал сына. Фатен вышла замуж во 2-й раз. Омар Шариф признался, что она осталась единственной дорогой сердцу женщиной, заменить которую неким. Голливудский красавец так больше и не женился, хотя о его романах ходят легенды. В 1994 году Омар Шариф пережил инфаркт. В последние годы Омар Шариф путал названия фильмов и роли, не узнавал родных и друзей. Скончался 83-летний артист в Каирском госпитале летом 2015 года. Египетский актер Омар Шариф похоронен в Каире. Жан-Поль Бельмондо. Хотя официально артист женился только 2 раза, у него было множество звездных романов. Первой женщиной, официально сменившей статус личной жизни Жан-Поля Бельмондо, стала французская танцовщица Элоди Константен. Молодые поженились в 1953 году и прожили в браке 13 лет, став родителями 3 детей – сына Поля и дочери Патриции и Флоренса. Дочь Патриция погибла в 1994 году. После развода с женой актер долго не решался вновь идти к алтарю. Только в 2002 году Бельмондо вновь женился на манекенщице и балерине Нати Тардевель, которая была младше супруга на 32 года. Причем до бракосочетания они встречались более 10 лет. В этой семье родилась дочь Стелла Ева Ангелина. Жан-Полю на тот момент уже исполнилось 70 лет.
Брак Бельмондо и Нати Тардивиль просуществовал всего 6 лет, после чего у мужчины завязалась интрижка с бельгийской моделью Барбарой Гандальфри. С этой женщиной, которая младше актера на 40 лет, он прожил 4 года, а расставание обернулось большим скандалом. Оказалось, что Барбара тайком переводила деньги Жан-Поля на свой персональный счет. Попалась она в тот момент, когда решила сыграть по-крупному и перевела сразу 200 тысяч евро. Но открылись и более шокирующие обстоятельства. Гандальфри с помощью банковских счетов Бельмондо отмывала грязные деньги. В начале 2000-х актер перенес инсульт. Его состояние здоровья после этого продолжало оставаться нестабильным. 6 сентября 2021 года весь мир облетела печальная новость. Жан-Поль Бельмондо умер в возрасте 88 лет. Артист ушел из жизни в своем доме в столице Франции. По словам юриста, Бельмондо в последние месяцы испытывал сильную усталость, но ушел спокойно. Жан-Поль Бельмондо похоронен на кладбище Монпарнас в Париже. Прах актера был захоронен рядом с могилой его отца, скульптора Поля Бельмондо. Ален Делон. Первый официальный брак артиста был заключен в 1964 году. Его женой стала актриса и режиссер Натали Бартолеми. В этом браке у супругов родился сын Энтони Делон, также ставший актером. Отношения продержались лишь 4 года, после чего семья распалась. Позднее у Энтони родились дочери Лу и Лив в браке с Софи Клерико и незаконнорожденная Элисан. Внучка Делона стала знаменитой моделью. В 1968 году на съемках фильма «Джефф» Делон познакомился с актрисой Мирей Дарк. Актеры так и не вступили в брак и жили в гражданском союзе, но это были самые продолжительные отношения в жизни французского секс-символа. Ален и Мирей оставались вместе на протяжении 15 лет. Вместе снимались в кино и расстались по-дружески. Следующий брак снова был гражданским. В 1987 году Делон начал жить с манекенщицей Розали Ван Бремен. Она родила от Алена 2 детей – дочь Аннушку и сына Алена Фабьена Делона. Через 10 лет пара рассталась. 18 августа 2024 года Ален Делон умер. Согласно воле актера, его похоронили рядом с могилами его 35 собак. На траурной церемонии присутствовали дети артиста и его сиделка. К слову, Делон хотел, чтобы его любимого пса Лубу усыпили после его смерти, так как они должны были уйти вместе. Однако Фонд защиты животных заявил о невозможности исполнения этой просьбы. Дин Рид первый раз женился еще в молодости в 1964 году на актрисе из Голливуда Патриции Хопс, с которой объездил полмира, и в итоге они развелись. Вторая супруга артистка Випки Дорндек. Этот союз тоже завершился расставанием в ноябре 1977 года. От первого и второго браков у Рида появились 2 детей – дочери Рамона и Наташа. После вынужденного переезда в ГДР он женился на немецкой актрисе Ренате Блюме. Был роман с советской актрисой Эвой Киви. Погиб, утонул при невыясненных обстоятельствах. Дина Рида захоронили в Германии. Но позже мать артиста перевезла прах сына на кладбище Зеленая Монтана в Болдере, США, где теперь и находится могила знаменитого исполнителя. Гойко Митич. Кто звал тебя? Твой барабан, Хованшита. Сербский актер. Прославился как исполнитель ролей отважных индейцев. Биография Митича началась в 1940 году в Югославии. По национальности он серб. Несмотря на то, что Митич всю жизнь был холостяком, он познал радость отцовства. В результате романа с итальянкой Рамоной у исполнителя родилась дочь Наталья. Появление девочки выпало на рождественскую неделю, а в Италии, поздравляя друг друга с Рождеством, говорят «Бон Натали». Артист решил, что если назвать наследницу именем, созвучным с этим пожеланием, то она будет очень счастливой. Сейчас дочь живет вдали от Гойко, но они регулярно встречаются. В детстве Наталья часто выходила на сцену,
играя в театральных постановках вместе с отцом. Но связывать жизнь с актерской профессией не захотела. Она нашла работу в сфере туризма. В 2019 году Митич дал интервью, в котором рассказал, что не страдает от одиночества. У артиста есть возлюбленная, но раскрывать ее личность он не собирается, чтобы избежать шумихи в прессе. Вот, поздравляю Гойко с днем рождения. Всем привет. Атлетическая фигура исполнителя была результатом регулярных тренировок и правильного питания. Даже в почетном возрасте Гойко выглядит моложе своих лет, ведь продолжает заниматься спортом. Среди обязательных упражнений гребля и занятия на тренажерах. 13 июня актеру исполнилось уже 86 лет. Кстати, Гойко Митич хорошо говорит по-русски. Он учил этот язык в школе. Я вообще не хотел стать актером. Физический институт. Как студенты нам надо чуть-чуть зарабатывать деньги. Такие маленькие роли, а потом большие. В некоторых интервью он отмечал, что ему бывает сложно точно выражать мысли по-русски. 11 декабря 1913 года родился один из самых известных и любимых в Советском Союзе французских актеров – Жан Море. То, как он смотрел на своих партнерш по фильмам, как скакал на коне и фехтовал, заставляло замирать сердца советских женщин. И как потом все эти сердца были разбиты, когда в перестроечное время стало известно о личной жизни красавца-актера. Даниэль Ольбрихский. У актера 3 детей от 3 разных женщин. Почти 20 лет он был женат на дочери известного польского актера Анджея Лапицкого, Сюзанне. Окончательно остепенился мужчина в 2003 году, когда женился на Кристине Демской, которая стала не только супругой, но и агентом актера. Женщина сейчас сопровождает мужчину во всех поездках и решает деловые вопросы, связанные с его карьерой. Сейчас актеру 81 год.